Сейчас я буду продолжать постройку модели трамвая LM68M, а начало уже было ранее в других видео. Я приклеил к основанию одну из стенок, ту, которая без дверей. Вторую стенку пока приклеивать не стал, потому что будет неудобно собирать салон. И стенку кабины пока тоже решил не приклеивать, чтобы было больше доступа собирать кабину. Значит, переднюю часть сделал. Внутрь сюда линейкой уже не залезть, чтобы обмерить внутренние размеры. А внутренние вряд ли совпадают с внешними, потому что здесь как бы усиление, все это съедает место. Поэтому пришлось сделать салфетку, которая по форме кабины вот так вот внутрь была уложена. И с ее помощью я перенес на листовой картон этот контур. И сделал вот такой пульт. У этого пульта осталось еще сделать серединку, на которой кнопки и контрольные приборы. Сделал я наконец-то пульт управления. Довольно много маленьких деталек. Из зубочисток выточил рукоятку воздушного крана и контроллера машиниста. Получилось не с первого раза. Работа такая низкотехнологичная, но вроде бы получилось. Вообще у настоящего трамвая они темные, видимо, эбонитовые. Но блин, я сейчас посмотрел, и так все элементы темные. Да плюс это еще будет смотреться через стекло, и, короче, получится совсем темно. И решил оставить их такие светлые. Мне кажется, это будет выглядеть лучше. К сожалению, не удалось сделать тумблеры этих вспомогательных машин. Может быть, это можно было бы сделать флокатором, но сейчас, поскольку доступа внутрь коробки практически нету, как-то не получилось, я решил от них отказаться вовсе. Ну, сделал также поручни на шкафу с оборудованием, ну и кое-какие аппараты на задней стенке кабины. Вот так вот будет устанавливаться этот пульт, а вот так будет выглядеть кабина в сборе. И здесь я еще сделал софит, в котором будет храниться номер маршрута. Пошла установка сидений в салон. Поскольку все сиденья изготавливались вручную, в общем-то они немножко отличаются, и прежде чем их вклеивать, пришлось их подобрать по росту. Теперь сделаю имитацию знаменитых трамвайных печек. Эти печки все время мешали сидеть у окна, было неудобно ставить ногу. Но на модели они служат хорошим ориентиром для установки кресел, поэтому мы их тоже воспроизведем. Настала пора приклеить и второй борт. Завозюкиваем клеем юбку, место примыкания. Клей-момент позволяет не спешить со сборкой, но для надежности я намажу его на обе поверхности. Теперь аккуратно совмещаем эти детали. Здесь нужно попасть довольно точно. И прижимаем места склейки. Вот так примерно получается. Постепенно ко мне начали приходить мои вещи, и среди них я нашел мой пинцет. Это очень хорошо, очень вовремя, потому что настала пора приклеивать кресло в салон. И если честно, я вот не представляю, как вот я без пинцета бы вот залезал туда своей клешней. Поэтому я думаю, с ним будет гораздо удобнее работать.
Как видно, у дверного проема низ не вырезан до конца. Здесь сделаны надрезы, чтобы было легче срезать на самой модели. Но оно, по крайней мере, ну так, держит немножко дверной проем, чтобы при приклеивании к основанию, ну, ширина особо не уехала. В принципе, метод сработал. Все легло довольно ровненько. Даже юбка получилась довольно ровно. Так что, когда клей высохнет, можно будет срезать эту перемычку насовсем. Также могу заметить, что изначально висящая в воздухе верхняя кромка передней двери практически совпала с боковушкой после приклеивания. Но это говорит о том, что наша бумажная геометрия особо-то никуда и не уехала. Ну, это хорошо. Больше вопросов вызывает противоположная сторона, где немножко пришлось от шкафа оторвать вот эту стенку, иначе она выглядела какой-то вогнутой. Ну, я думаю, когда станет крыша, можно этот момент подкорректировать и, если что, подклеить. Сама крыша, я думаю, должна лучше держать вот эту длинную кромку, потому что вот эта часть, которую я оставил на выпуск, да, немножко загнул, я думал, она будет работать, ну, как ребро жесткости, пока все не склеится, но почему-то ее саму немножко повело, и пока что это выглядит, конечно, не очень правильно, но оно поддается коррекции, так что я думаю, с крышей все будет хорошо. Как я уже упоминал, сиденья получились немножко разные, а в правом ряду им предстоит стоять вместе. Поэтому их сейчас надо тоже перебрать на предмет подобия, чтобы решить, какие из них могут стоять вместе и не сильно раздражать глаз. Ну вот я вижу, что некоторым, вероятно, придется подогнуть ножки, потому что, ну, чувствуется, да, что они немножко по-разному получились. Мне удалось составить какое-то подобие, вот я их выстроил, и в таком порядке буду последовательно приклеивать. Итак, первый пошел. Вот эти метки, которые я нанес ранее, по ним я ставлю спинки сидений. Второй пошел. Ну и так далее. Ну вот, кресла расставлены. И вроде бы внутри это все выглядит получше, чем я думал, получше, чем было снаружи. То есть, если смотреть сквозь окна, ну, вроде как вообще красота. У меня осталось два кресла еще. Они должны встать на заднюю площадку, когда, собственно, будет стенка. Ну да, вроде бы вновь приклеенная боковушка довольно хорошо сошлась с передней частью, но все же не идеально. Во-первых, в районе ступенек оказался, ну, такой выступ, что ли, который оказался не прикрыт. И поэтому пришлось сделать такой патч, который дополнил вот эту недостающую часть. И, кроме того, надо будет это облицевать вот такой полоской, которая сделает дверной проем совсем ровным. Ну и кроме того, вот этот верхний стык позволит удержать вот этот угол, который без него как-то немножко уплывает. То есть стенка слишком завалена. Вот так вот должно быть. Ну, плюс это еще крышей будет поддерживаться. Ну, в принципе, получилось довольно ровненько. Ну, конечно, чувствуется немножко вот этот стык лишний. И, вероятно, он будет мешать при покраске, потому что краска туда затечет, выдаст какую-нибудь неровность. Кстати, где задняя дверь, тут такой проблемы нету. Тут более-менее совпало сразу. Но, правда, завал стенки тоже есть. То есть придется здесь тоже как-то выравнивать. Вот. Ну, средняя дверь тоже тут вполне все хорошо совпало. Для продолжения сборки нужен еще материал. Я уже как-то говорил, не очень люблю работать с большим листом,
Поэтому я опять отрезаю полоску, беру полоску, ну, примерно по максимальной детали, чуть с запасом, так вот отмеряю и отрезаю. У этого трамвая должны быть небольшие стеночки при входе по обе стороны дверей. Их размер узнать, видимо, нереально, но так, если прикинуть по фотке, высота этой штуки чуть выше линии окон, ну а ширина чуть больше одного кресла, но чуть меньше двух кресел. Так примерно я и прикинул. Если чуть выше окон, ну это, видимо, сантиметра 2, да? Ну и вглубь там тоже сколько вот, если... Ну, где-то 13. Не очень хорошо видно, конечно. 14. И кроме того, над ними стоят поручни до потолка. Я решил сразу же их сделать. Я отрезал проволоку, ту же самую, из которых сделаны спинки кресел. И нарезал полоски. Ну вот раз мы выбрали 2 сантиметра высоты, вот я 2 сантиметра их и отрезал. И сейчас буду склеивать полоски в толщину и сразу же в них вклеивать вот эти поручни. Стеночек будет одинаковых 4 штуки. Конструкция у них будет одна и та же. Поэтому я все детали размечаю сразу в 4 экземплярах. Они будут устроены просто. Это просто слоями набран картон. И в одном из слоев я сделаю небольшую прорезь, чтобы заглубить немножко вот эти заготовки поручней, чтобы они не просто сверху стояли. И таким образом я склеиваю их все. Честно говоря, вот по этой стороне есть некоторый закос, как будто она не под прямым углом. Но я сейчас, пока вот она не склеена, исправлять ее не буду. Сейчас дождусь, пока все это выйдет. Не, может, даже еще вот этот слой наклею, и только потом подправлю более-менее под прямой угол. А сейчас оставлю сохнуть. Я вот еще что подумал. Ну, как всегда, сначала сделал, а потом подумал. Вообще этот вагон сейчас делаю как стендовый. Трудно, конечно, представить, чтобы бумажная модель когда-то была ходовой. Но, тем не менее, чем черт не шутит. Оставим эту возможность в конструкции. Сейчас у него глухой пол, причем довольно толстый, который трудно проковырять. И тем не менее сейчас есть доступ из шкафа изнутри, поэтому я сейчас пробью там пол, чтобы снизу были метки, чтобы впоследствии можно было воспользоваться объемом этого шкафа в каких-то полезных целях. Может быть, разместить там аккумулятор или приемник радиоуправления. Сейчас я не буду окончательно прорезать пол. Мне сейчас этот шкаф не нужен. Но впоследствии, если вдруг что-то здесь будет закрыто крышей, а отсюда я смогу, сняв тележку, по этим меткам прорезать более аккуратно, чем сейчас. Может быть, будет больше инструмента, и можно будет это аккуратненько сделать. И в шкафу я смогу что-то разместить или провести какую-нибудь токоведущую шину на крыше. В общем, покрасил я эти маленькие стеночки и пока что положил сохнуть. Сейчас предстоит доделывать заднюю часть кузова, но что-то мысль уже как-то не работает, как тут лучше сделать-то. Так что оставим это до какого-нибудь следующего раза.